Всем привет! Добро пожаловать на канал Вот Тебе И. Сегодня мы отправимся в Джакарту, а именно исторический музей Джакарты, Индонезия, или музей Батавии. Он находится в историческом центре города Джакарта. А пока вы себе завариваете чай перед просмотром ролика, не забудьте подписаться и поставить лайк. Начинаем! Перед началом просмотра ролика небольшой исторический экскурс. Само здание было построено в 1710 году как мэрия Батавии, а сам музей был открыт в 1974 году. В нем представлены артефакты доисторических времен, со времен основания Джакарты в 1527 году, времена голландской колонизации и вплоть до основания Индонезии независимости в 1945 году. Приятного просмотра! Всем здрасте! Сегодня мы идем в исторический музей Джакарты. Как ни странно, в городе Джакарта. Сейчас посетим. Он расположен в старом квартале города, поэтому можно будет насладиться какими-то историческими зданиями. И там собрана достаточно интересная коллекция предметов, мебели, всякой старинной утвари, посуды. Так что вот мы ехали целый час на такси, чтобы добраться до исторически культурного пространства. Вот тут сбоку вот такой неприметный вход справа от центрального здания, так что заходим внутрь. Так, в общем, зашли, покупаем билеты. Пока покупаем билеты, тут на входе такие леской затянутые деревянные скамейки большие. Прям аж в кадр не помещаются, такие небольшие, здоровенные. Да. Почему говорю во множественном числе? Потому что вот одна, напротив еще одна. Одна и одна, это две, значит они скамейки. Вот, в общем, билеты приобретены. Идем вовнутрь. Так, в общем, зашли мы в первый зал. Здесь такие вот фрески. Тут вот художник, который это все нарисовал. Это фрески, посвященные национальности Батавия. Здесь и культурная их жизнь 1880-910 годов. На картинах изображены разные социальные прослойки общества с их разной культурой и каким-то внутренним братством жизни. В общем, идем дальше, вышли с этого зала. Вот тут такие две скульптуры национальные. Они так часто встречаются везде. Прошли эти фрески, сейчас идем. На входе была очень удобный экран, на котором можно было посмотреть интересующие залы. Здесь два этажа, значит, музея. У нас тут примерно часика-полтора есть. Сейчас походим, посмотрим на национальные достояния Индонезии. Эту статую нашли случайно в 1990 году, при раскопках, которые проводились для строительства фундамента. Он был на глубине 3 метров. Так, мы поднимаемся по лестнице. Очень красивая лестница здесь. Здесь вот небольшая была такая фотозона. Интересно так оформлена. Ну, мы когда заходили, там пришла группа детей. В общем, они уже спустились вниз. Поэтому, насколько я понимаю, музей не очень большой. Нам, я думаю, времени хватит. 1,5 часика, чтобы все тут обойти и все посмотреть. Так, а мы сейчас
Постояли вот, посмотрели со второго этажа на площадь, которую вот изначально показывал. Очень интересный вид, что там какие-то девушки делают поклонение. Я не знаю, что это такое. Ну, шутка, конечно. Вот, но очень красивый вид, флаг, все, конечно, очень красиво посмотреть. Вот, а мы поднялись, да, в результате на второй этаж. Здесь такие артефакты, и грузики, и какие-то элементы декора. Вот, также тут представлены купюры разных годов, вот, которые можно, если большой любитель всех этих исторических денежного оборота, то можно как бы с удовольствием здесь насладиться, то как раньше они выглядели. Также здесь находится вот такая вот фреска, очень красиво, описывающая, видимо, какие-то исторические моменты. Вот, а также мы ходим вот по полу, это натуральный пол тех времен. Прошли еще в один зал, а здесь вот такая вот резная из дерева перегородка, что ли, получается, или это что-то. Это похоже как над входами в зал такие бывают, такие резные изделия над входами в зал, над дверьми, так вот украшают дворцы. А здесь представлены формочки для печенья, для готовки, для еды. Такие вот там есть и лошадки какие-то, и рыбки всевозможные. Вот. И рыбки всевозможные. Такое. Наверное, тут написан вкусный рецепт. Так, а тут зал, посвященный, значит, истории Индонезии. Вот как они развивались, в каких годах были какие исторические моменты, их непростой и сложный путь становления индонезийского государства как такового. Вот. Ну, трущобы, конечно, до сих пор не искоренены. Есть много, даже недалеко от нашего места жительства, хотя у нас вроде неплохой район считается. И, ну, есть, конечно, какие-то проявления не цивилизационные, вот эти метро там. Интересно, особенно мне нравятся автобусы, которые с дверьми на уровне пояса. Вот, для них специальные остановки есть. Вот это вот сбоку двери. Да, они с двух сторон расположены двери, в зависимости от того, на какую остановку приходят. Там может быть какой-то пересадочный узел. Можно выйти с другой стороны, как в метро. Как в метро. И остановки специальные, как для метро. Вот такие дела. Так, а тут вот такой показ мод. Мы сейчас с Викой поиграли здесь в игру. Вот, и надо было найти пары одинаковой одежды под разными карточками. Вот мы все отгадали, теперь у нас такой вот видеоролик, тут показ мод необычный.
Мы прошли еще значит, в этом зале представлена вот такая вот красивая ширма. Очень интересно, много всяких маленьких деталей здесь. Достаточно красивая такая рум-скрин. Вот, такой небольшой сервантик. И вот посвященный здесь баннер. Баннер посвящен 17-18 веку. Вот. Здесь также написано, что в 1733 году здесь была пандемия малярии, и погибало в год от этой болезни порядка 2000 человек. И на 1733 год, я так понимаю, население было не такое большое на планете, да и в городах на планете, в принципе. Вот, поэтому 2000 человек очень сильно било, так сказать, по количеству людей в городе. Сильно было заметно, да. Вот, так что пандемии, они были всегда. Были и уносили, к сожалению, жизни людей. А как мы все знаем, переносчики малярии – это комары. Вот, и здесь описано 3 варианта, почему так стало много комаров. Первый вариант – это люди незаконно строили малые плотины для своих сельскохозяйственных работ, и из-за этого заболачивали какие-то места, и в результате появлялись комары. Был еще вариант, что стали разводить массово рыбу тоже, как бы из-за рыбы застаивалась в некоторых местах вода, и там появлялись комары. А также, когда начали производить в большом количестве здесь тростник, третий вариант, то нужно было много топлива для этого, и стали вырубать много деревьев. Соответственно, там, где вырубались деревья, и во времена засухи вода падала в этих местах, эти места заболачивались, и опять же там появлялись комары. Так что с природой шутки плохи. Так, а мы спустились обратно на первый этаж. Вот здесь увидели такой камин. И, в общем, если был бы с собой сегодня летучий порох, то можно было бы по-быстрому смотаться в Министерство магии или еще куда-нибудь. Ой, а куда пропала-то? Вика? Вика, ты где? В первой половине 15 века Джакарта, тогда известная как Сунда-Келапа, была частью султаната Бантам, и правителем в то время был султан Хаджи Хасануддин. А позже, в 1527 году, Фатахела из султаната Димак завоевал эту территорию и уже переименовал ее в город Джакарта. Вот, а в следующем зале у нас вот такая вот картина. Здесь вот голландцы, вот их флаг. Тот, который по известной истории Петр I переделал, значит, перевесил красную полоску вниз, и получился флаг Российской империи. И здесь вот представлены такие макеты кораблей тех времен. Да. Так, вот а голландцы увидели, в принципе, подобное здесь народ и прозвал их Батавией. Батавия, в общем, эту страну прозвал голландцы Батавией. Отсюда это и пошла государственность Батавия. Вот. Но государственность государственностью, но демократией тут не пахло. Вот, мы там видели в одном из зале стол большой, за которым заседало правительство. Вот, но было такое там в те времена генерал, который не особо прислушивался к тому, что решит правительство, и делал все по своему в общем, велению того, то, как хотел, так и делал, в общем, не прислушивался.
прошли мы весь музей. Вот здесь вот мы вышли из музея. Здесь вот напротив, кстати, как выходишь сразу, попа Гермеса. Вот, и в руках у него скипетр вот этой со змеями стоит, который вот изображен на всяких медицинских учреждениях, связанные с медициной, всякие направления. Вот, так что здесь походили, музей посетили, очень достаточно интересный. Можно посетить, в принципе, да, спокойно походить, посмотреть. Вот, сейчас у нас еще примерно где-то около получаса. Сейчас мы еще немножко здесь погуляем и поедем дальше. Вот, вышли мы на улицу. Здесь такое вот исторические здания 17 веков. Вот, и прямо посреди этих зданий стоят зарядки для электромобилей. Такая вот смешение эпох. Вот, а мы сейчас чуть пройдемся по этой улице. Вот, а отсюда мы пойдем пройдемся по каналу. Посмотрим страны воды, значит, на эти исторический этот район. Прочувствуемся культурным, так сказать, наследием Индонезии. Вот я сейчас иду, а здесь раньше рельсы были, трамвай ходил. Вот, рельсы. А вот эти самые автобусы, о которых я говорил, вот, что они с дверьми на уровне пояса, вот, даже может быть чуть выше, вот, и что у них вот есть специальные остановки, такие на уровне, только на которых они и могут останавливаться. Вот, и мы были, когда на Бали жили, там тоже я видел такие остановки. Вот, они, конечно, были достаточно такие простые, прям вот зашел и вышел, ну вот, но как бы было соблюдено, значит, вот это вот правило. Ну, а тут мышка бегает. Забавная. Ищет что-то. Такая. Ладно, пойдем. Мышка и мышка. Вот, а здесь здание Банка Индонезии. Музей Банка Индонезии. Тоже, конечно, исторически очень. В историческом таком стиле, очень красивом. Все, конечно, как дворец. Как дворец. Вот, а напротив этого банка здесь такая вот площадь. Автобус, но вот и снизу двери тоже есть, кстати, да. Они, двухэтажный, это двухэтажный автобус. Да, но в основном они вот такие, да. Сейчас проедут чудные автобусы. В общем, вот это вот здание, это железнодорожный вокзал Джакарты, центральный. Вот так вот он там выглядит. В таком месте находится, в историческом центре. Вот, чуть прошел, опять интересный. Значит, вот тут женщина стоит, предлагает за змейкой и крокодильчиком маленьким сфотографироваться. А буквально вот здесь, вот несколько минут назад, вот тут я снимал мышку. Непонятно, то ли это мышка, которая для еды была приготовлена, то ли действительно так вот ей мышке повезло чуть-чуть проползти правее на несколько метров от того, кто бы мог ее точно съесть. Есть вот такая вот пешеходная зона, почему бы и нет. Посмотрим на город с канала, раз нет возможности покататься, как в Питере, на паромчиках.
Так, ну в общем, средней надежности, конечно, этот спуск. Он так немножко подсъехал, но спуститься у нас получилось. Вот. Достаточно, ой, такие мягкие, кстати, эти мягкие поддоны. А, вон там еще один спуск по длине есть. Да, интересная такая зона, вон там еще продолжается. Еще будет возможность спуститься. Интересно. Да. Такие дела. Вот здесь и клумба. И красиво. И фотографы. О, и рыба там есть. Ничего себе, рыба. Давайте здесь сфоткаемся. Рыба прикольная. Вот, ну достаточно интересное решение, кстати. Эти пандусы здесь. Ну тут такая застойная вода, вон она ж прям там булькает, зелененькая такая, конечно. Но рыбка тут плавает. Видел я там чего-то. Рыбка плавает. Прогоняю. Я не могу вообще. Вот такие вот дела. Что-то. Ну короче, оказывается, тут закрыто, он нас прогоняет. Говорят, нельзя. Ну ладно, мы уже походили, мы уже даже сфотографировались. Так что, окей. А что тогда все открыто, почему можно зайти? Ну ладно. Сказать, ох уж эти европейцы бесстрашные. Вот. Ну, в общем, до конца непонятно, от чего индонезийцы пытались нас спасти. То ли от нарушения какого-то правила или закона, а то ли от того, чтобы не упасть в воду. Потому что там вторая лестница, которая около вот этого моста, то он прям был спущен в воду. Соответственно, нам бы не получилось подняться вот на тот мост. Вот, но ничего, мы немножко походили, полюбовались видами такими вот интересными прямо с воды. А вот это та самая остановка, которая для автобусов. Вот она вот так вот выглядит. Такие они встречаются в Джакарте достаточно часто. Вот, и как бы вот она прям как станция прям. Вот, но я видел, что есть у этих автобусов снизу и такая секция, которая открывается как дверки, и там вот снизу ступеньки все-таки внутри кузова есть, с помощью которых можно спуститься вниз прямо сразу на землю. Вот, но я так понимаю, они используются на экстренные случаи, а в основном вот они ездят, вот на таких остановках останавливаются и с дверями наверх. Вот. Но не у всех моделей есть эта функция не спуститься, видимо, у кого-то еще какие-то варианты есть. Внутри я никогда на этих автобусах не ездил, но, конечно, выглядят они, с учетом этих остановок, выглядят они, конечно, немножко необычно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите пару комментариев. Вы были на канале Вот Тебе и. До встречи в следующем ролике. Пока.